Всем привет! Сегодня Сегодня будет достаточно, я думаю, короткое видео. Мы поработаем немножечко с нашим репозиторием, там что-то, может быть, изменим, подправим. Но самое такое основной целью данного видео будет добавление в наш GitLab CI YAML файл команды, которая позволит отправить после прохождения теста, отправить ссылку на отчет прямо в Telegram чат, в Telegram бот. Я пропущу объяснение установки, там, добавления, создания бота, потому что, ну, это достаточно просто и таких ресурсов миллион. Зачем тратить ваше время, собственно. Вот, поэтому представим, что бот у нас уже есть, он создан, и будем от этого отталкиваться. Итак, давайте что немножко добавим, изменим. У нас есть, например, в конф-тесте мы указываем здесь, явно указываем порт. Давайте сделаем так, чтобы этого не было. У нас уже, в принципе, для этого все готово. Просто мы создадим еще одну переменную, которая будет называться порт. И также пропишем ее envar_get. Давайте, я думаю, я вот это вот все удалю, все закомментированные моменты. Это уже касается самих тестов, там какая им отображаться, не отображаться, вот все, что я там удалил, создание этих скриншотов, это большая часть относится прям непосредственно к тестированию. Здесь мы говорим про DevOps, поэтому на этом моменте, условно, в данный момент это сейчас не наша зона ответственности. Вот. По сути, вот это тоже, но как бы лишний раз знать, как с этим работать, наверное, будет полезно. Ну, то есть, например, кто занимается там тестированием на Java или на других языках, то, скорее всего, конкретно эта конструкция будет не особо полезна, но смысл ясен. То есть, основная задача в том, что мы берем наши переменные, не конкретно записываем в конфигурации, а берем их непосредственно из переменных окружений. Так, все, изменения коммитим, все здесь нас устраивает. То есть у нас здесь main port. И добавим его сразу же в переменные. Это 4 четверки. Добавляем. И затем нам нужно ее добавить уже непосредственно в сам пайплайн. Можно сделать это таким образом. Точнее, не пайплайн, а в контейнер, который запускается для прогона тестов. Так, здесь добавили. Здесь ничего не нужно добавлять. Давайте проверим, чтобы просто тесты прогонялись, что вот это изменение порта работает. И запустим. Но пока у нас проходят все эти процедуры, давайте посмотрим, что можно еще поменять, что можно добавить. Здесь у нас в Create Report как раз будет после того, как репорт будет сгенерирован, я создам переменную, в которой будем хранить дату сегодняшнюю, ну, дату конкретно в момент прохождения теста. Будем ее добавлять к сообщению в Telegram боте. Так, здесь мы все чистим, name test. Угу. Ну, в принципе, такая скромная конструкция нас более чем устроит, я думаю. Ну, возможно, в будущем что-то придет еще в голову, и мы тоже это поменяем. Так, тесты у нас прошли. Ну и, соответственно, уже, наверное, прошли репорты. В общем, тесты прошли успешно. Наш Create Report. И у нас это выглядит... у нас latest report. Вот смотрим. Значит, последний репорт 3 минуты назад был. Тесты все прошли. Все в этом плане сохранилось. Хорошо. И вот.
А теперь мы хотим, чтобы вот эта ссылка, она отправлялась нам в Telegram с пометкой даты. Все достаточно просто. Сначала я рекомендую создать сразу переменные. Первая переменная это будет у нас Telegram токен. Но в эту переменную я включаю и сам токен, и код, так сказать, бота, как единое целое, поскольку это будет в URL у нас в строчке. Поэтому, в принципе, это... Ну и она меняться не будет. Вот. Мы будем менять только потом уже пас отдельно там, то есть там send message добавлять. В общем, сейчас увидите. Здесь я, пока я напишу 1, 2, 3, я это добавлю заранее, свой токен, ну, чтобы его, понятное дело, как бы не демонстрировать. Вот, ну, просто понимать, что нам нужно. Нам нужен Telegram токен. Затем нам нужен будет Allure порт у нас есть, main host у нас есть. С этим все прекрасно. Я думаю, Telegram токена будет достаточно. Нет, забыл момент. Нам также нужно добавить чат ID. Чат ID. И также мы ее здесь создадим. Так, мы создали все необходимые переменные. Ну, возможно, что-то еще добавим, если нам понадобится. И теперь давайте сделаем некоторые изменения в наш пайплайн, для того, чтобы сообщения приходили. Так, то есть здесь мы в скрипте так и оставляем. То есть у нас наш curl, он вот как есть. Затем я хочу экспортировать переменную с определенным форматом, для того, чтобы мы, пусть это будет называться report date, для того, чтобы мы добавили эту переменную в наше сообщение, и получится так, что будет дата и ссылка на наш репорт, чтобы было понятно, к какому числу это относится. Здесь я сразу хочу оговориться, в чем некая заведомо проблема будет возникать. У нас будет много, так как у нас не хранится, я сейчас не делаю никаких работ по сохранению истории Allure, у нас есть отчеты, они будут latest отчеты, они будут добавляться, отправляться в Telegram, они будут подписаны по дате, но вы, кликнув на ссылки предыдущих репортов, будете попадать на даты самого последнего. Поэтому это отличная возможность для того, чтобы заглянуть в Allure поглубже, в его настройки, возможно, в контейнер Allure, и попробовать изменить для себя таким образом, чтобы, возможно, по-другому именовать отчеты в самой URL-строке, либо же сохранять истории отчетов столько, сколько вам нужно, чтобы эти истории хранилось. Возможно, какие-то, скорее всего, это можно сделать силами Allure, используя переменные. Но если, например, нельзя, вы не сможете найти этот способ, то придумать shell скрипт, который будет, например, очищать вот эти вот репорты, чтобы они не плодились. То есть там каждый 6-й, каждый 5-й или каждый 7-й отчет удалять. То есть старше какого-то времени, там каждый должен быть всего, например, в директории 7 отчетов, а у вас там их 8, и он будет самый старый 8 удаляться. Вот. Но для примера, просто демонстрации работы с Telegram, этого будет вполне достаточно. И можно там придумать, не указывать дату, или просто писать сообщение, что тест прошел успешно, например. А если, например, тест там прошел неуспешно или не сгенерировался там отчет. Кстати, хорошая мысль, в принципе, это можно было бы добавить. Ну, все, как говорится, в ваших руках.
Итак, значит, у нас report date. Что нам надо добавить? Ну и мы вызываем просто date сегодняшний, но только просто в другом формате. И здесь у нас получается, что мы указываем день, месяц, год, час. Давайте здесь попробуем сделать так. Час, минуты, секунды. Сделали. И самое главное, что как раз таки и будет являться, чем мы будем отправлять наши сообщения, будем отправлять к URL. Будет запрос, который нам будет... Это будет пост-запрос. Вот, поэтому пишем запрос у нас пост. HTTPS у нас будет API Telegram.org. Далее у нас идет наша переменная с токеном. Пишем Telegram токен. Далее, затем у нас здесь будет send message. И далее мы отправляем тело запроса. То есть у нас будет чат ID. Это будет чат ID. Затем еще один параметр. Это будет наш текст. А в тексте мы отправляем что? Мы отправляем, пусть будет report. И у нас будет текст, то есть мы пишем слова report и report date. Ну и в таком случае у нас получится, что мы отправляем слова report, там 10, 20, 13, 40, ну типа того. 10, 20. Да, это странненько. И затем указываем ссылку на наш отчет. То есть будет HTTP, здесь указываем main host, двоеточие, и Allure порт. А здесь будем latest report. Нет, забыл. У нас же здесь получается, что вот эта вот часть нам нужна еще. Allure Docker сервис. Может быть, не нужна. Но сейчас проверим. Если будет с ней работать, то прекрасно. Ну давайте, ладно, просто сейчас проверим. Что latest. Работает без нее. Работает без нее. Ну, прекрасно, тогда так и оставим. Latest report. Вот. По идее, сейчас должно все сработать, и мне в Telegram, вот в этот бот, должны упасть вот такого вида отчеты. Как бы то, что я уже пробовал. То есть у нас здесь другой немножко айпишник. Но сейчас мы посмотрим. Должен быть мой, который 171. И что-то в этом роде. Давайте попробуем сохраним. И запустим. Тесты прошли. Идет создание репорта. И он упал. То есть где-то была допущена ошибка. Понятно. Я забыл сделать закрывающую. Поставить закрывающие кавычки. Ну что ж. Нужно платить за свою невнимательность очередным долгим ожиданием. Итак, исправлю-ка я свою оплошность и запущу это все по новой. Так, тесты выполнились. Но сейчас повторно генерируем отчет. По идее, должно было быть отправлено. Давайте посмотрим. И вот 7 января наш отправлен новый. Обратите внимание, что сейчас время здесь указано серверное. Поскольку я его не менял, у меня оно немножко не соответствует моему часовому поясу. И переходим по ссылке и попадаем на наш отчет. И все у нас выглядит красиво и понятно. Вот 2 минуты назад все отчет. Ну а как я и говорил, если мы будем дальше продолжать делать тесты, каждый раз latest report, они у нас будут наслаиваться друг на друга. Вот. Но вы видите, здесь есть разного рода страницы, ссылки. Вот давайте попробуем посмотрим, например, что за репорт 44.
он открывается. Мы видим, что это репорт, где у нас было какие-то 2 теста. Он, видимо, завалился раньше времени. И это немножко другой отчет. То есть, смотрите, что по ссылке ваш хост и порт Allure Docker Service Projects, то есть проекты, название проекта в данном случае дефолтный. Когда мы нажимаем Enter, нам API-шка выдает список всех отчетов. И можно очень хорошо, удобно, я думаю, даже правильно отчеты, которые мы получаем здесь, ссылки именно на эти отчеты отправлять в телеграм-канал. В таком случае это будет намного правильней. Вам нужно найти, то есть в принципе все для того, чтобы мы получали каждый раз уникальную ссылку, у нас есть. Вам необходимо просто найти способ получать конкретную ссылку из вашего отчета. Посмотрим ссылку. Да, у нас генерируется репорт сразу же с нужной нам ссылкой. Вы можете, как вариант, например, распарсить, получить значение из ответа curl, то есть из даты, эту ссылку, получать ее и добавлять в Telegram. Или же можно найти решение и получать эту ссылку иным способом. Давайте посмотрим, например, у нас же, как вы помните, в директории data все хранится, правильно? Все репорты. Давайте посмотрим, так это или не так. Репорт. И как вы видите, у нас есть название директории. И если мы сейчас посмотрим LA, мы увидим, что они расположены, в принципе, то есть у них есть данные, дата. То есть можно формировать ссылку таким образом, чтобы, например, вот здесь вот мы получали бы нашу директорию, а потом бы добавляли ее сюда. Как-то меня заинтересовал этот момент, я думаю, давайте попробуем и провернем это сейчас. Так, наша задача найти самое последнее. Самый последний, который у нас создался, это был 60-й. И нам нужно сохранить название. Давайте проверим это через команду echo. Давайте, например, мы сделаем так. Мы делаем ls. Далее затем флаг t, чтобы он фильтровал по времени. T, флаг T. Затем у нас, получается, нужно вызвать data allure reports. Затем, вот смотрите, вот мы так делаем. У нас видно, что у нас есть какая-то, значит, файл emailable, там report allure docker service html, наша директория 60, latest и другие директории. Нам нужно оставить только цифры. Попробуем сделать следующий. Делаем pipeline, grep и указываем от 0 до 9. Видим, что у нас остались только одни цифры. После этого нам нужна только одна, самая первая. Поэтому делаем head 1. И мы получаем 60. И давайте таким образом попробуем составить наш пайплайн. Сделаем, значит, редактирование. Здесь мы добавим еще одну переменную. Report dir, например. А здесь уже пропишем... Так, как нам это лучше сделать? Без эхо. Давайте так и сделаем. Попробуем. Я сейчас не уверен точно, верно это будет или нет. Но сейчас сделаем, значит, ls flag t data report. Так это должно выглядеть. Теперь давайте посмотрим, какая же нам нужна ссылочка. Вот, например, берем вот эту ссылочку, вставляем сюда. HTTP. Вот.
А если мы, например, 60 напишем, появится у нас отчет? Отлично, появился. Это последний отчет. Вот, поэтому мы берем вот, а если мы вот так вот сделаем без Allure Docker Service? Отлично, также у нас появляется. Поэтому давайте здесь я сейчас вот так вот добавлю. Что мы заменим? Мы заменим вот эту часть последнюю. А сюда добавим наш HTML. Так, вот здесь. Ну что ж, я думаю, это стоит попробовать. Давайте это попробуем. Давайте вот так вот сначала попробуем. Чтобы прямо убедиться, здесь мы работаем так же, как и как будто вот мы сделали то же самое, что у нас сейчас в пайплайне. Я напишу сейчас тест равно вот так вот и эхо тест. Все отлично, видите, у нас работает, поэтому в принципе можно не переживать и как раз таки отправим так, как есть, получится это или не получится. Возможно, директорий не успеет сгенерироваться, и нам понадобится, например, сделать какой-нибудь таймслип или поискать какой-то другой вариант. Однако сейчас с этим разберемся. Ну что ж, тесты у нас прошли, и сейчас камень преткновения. Получился у нас или нет? Так, смотрим. У нас пустота. Почему? Потому что я забыл указать Allure Reports. Поплатился за невнимательность. Все мы сделали. И запускаем наше задание. Да, вот мы получили репорт, который не репорт. Так, у нас прошли тесты. Здесь у нас все сохранилось как надо. Вот 76, смотрим. У нас здесь вот 76, открываем, смотрим. В момент, что получается тест кейсов 8. Если мы здесь выберем 77, то будет 9, как и надо. Ну, понятно, 78, оно сразу ломается. То есть, получается, он создает репортов столько, сколько, получается, тестов. Но последний, получается, создается как-то в последнюю очередь. Может быть, если исходя из этой логики, мы можем делать +1 к тому, что добавляем. То есть, условно, у нас есть... у нас здесь получается число, и мы к нему прибавляем +1. Вот, давайте посмотрим, как бы нам это сделать. Здесь получаем 77. Ну, +1 у нас, конечно, ничего не получится, потому что просто строка. Надо подумать, как бы нам добавить. То есть у нас, как, например, мы делали тест, эхо, тест дает 71. А если эхо +1, не получится. Если мы сделаем, например, вот так вот, получается. Вот мы видим, что у нас можно прибавить еще одну единичку. Каким образом бы это нам вставить в данную конструкцию? Конечно же, такое решение, оно спонтанное, быстрое, оно работает. Как я понимаю, что оно будет работать, но недостаточно как бы хорошее. И в вашем случае, конечно же, я бы больше бы порекомендовал бы придумать решение еще более лаконичное, супер лаконичное решение. Давайте сделаем это last year, а это сделаем x. Ну, значит, report dir. Попробуем такой вариант. Почему бы и нет? С другой стороны, можно отследить момент, каким образом эта директория когда создается, и если она создается в момент, когда у нас просто нужно немножко подождать, можно вот этим не заниматься и сделать, например, добавление, отправление вот этой ссылки
используя автоскрипт. То есть у нас уже полностью все закончится, как бы все отправится, возможно, директории все сформируются, и мы в автоскрипт это все отправляем. Можешь попробовать такой вариант. Сейчас, пока у нас будет запускаться все это действо, вот все пусть запускается, я сразу же здесь изменю еще вариант и также отправлю пайплайн и посмотрим, что из этого сработает. Так, то есть я добавлю, сделаем это по-другому. Вот это мы удалим. Вот это мы отсюда заберем. И вот так это будет. Давайте попробуем, какой вариант получится. И последняя у нас какая там незапущенная Java. Вот она. И тоже ее запустим. Тут еще один камень всплывает. Что будет, если будет много-много-много раз одновременно запущено? Будут создаваться директории. Они могут наслоиться, и директории отправки всех вот этих вот отчетов могут перепутаться. Поэтому вот везде есть свои какие-то мелочи, и нужно обращать внимание на особенности вашего проекта, того, что вы, как вы делаете. Если вы точно знаете, у вас всегда будет работать, например, только один запуск, один раз, и никаких параллельных там запусков одних и тех же джоб, ну окей, наверное, тогда думать, там, заморачиваться об этом не надо. Но если у вас возникает проблема, когда вам нужно запускать много всяких джоб, тогда, конечно, это, к сожалению, будет проблемой, нужно будет тоже с этим работать. Так, вот одни тесты у нас прошли, то здесь мы запускали, давайте посмотрим. 86 и 9, то есть наш вариант работает. Если мы сейчас, допустим, сделаем 87, есть ли такие тесты? Таких 0. Такого, значит, у нас нету. А 88 1, то есть 7 секунд назад. А у нас какой был? У нас был 86. 86 2 минуты назад. Значит, 53 минуты началось, 55 закончилось. Дальнейшее, у меня же сейчас тесты запускаются, я поэтому начал число больше включать, и у меня уже стали показываться другие тесты. Тест 1, он запустились вот 56 минут. А если, например, 90, тоже 56, но это другие тесты. То есть как раз сейчас проверим, какой из этих вариантов будет работать. Нам сейчас надо дождаться. То есть понимаем, что наш вариант, где мы делаем много экспортов и там добавляем единичку, работает, все, окей. Теперь дождаемся другого варианта с автоскрипт. Если он сработает, то я думаю, даже его можно будет оставить как итог. Так, прошли другие тесты. У нас один тест, по всей видимости, упал. Да, то есть один упал, 8 прошли. Отлично, посмотрим как раз разницу между ними. И заглянем в самое, что нас волнует, это репорт. Вот он как бы прошел. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. 95. И сейчас у нас должно быть 9 тестов. Если все правильно, посмотрим. Опа, пришел отчет 95. Открываем. 9 тестов. То есть, сейчас смотрим 96. Нету. Максимум 95. То есть, это победа. В принципе, я думаю, тогда вариант сразу же с автоскрипт мы оставляем. Что у нас в итоге получилось? В итоге у нас получилось все это, то есть дата и директория и curl с нашим сообщением. Все это находится у нас все это приходит нам в репорт и приходит сразу. То есть теперь запускай тесты,
ссылки, которые будут здесь сохраняться, они будут вести на конкретно указанный по времени, то есть 6:58, сейчас мы должны открыть, там будет должно быть 58 секунд, должно быть, ну, 56, ну, в смысле, заканчивается, то есть 58, все правильно. Вот мы его и получаем. Поэтому и как раз один упал, 8 прошли. Ну что ж, я думаю, что это отличный результат. Пришло время провести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.